Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, 2024 год, события 2024 года, как изменится моя жизнь. Дракон — это у нас вообще-то мифическое животное, но в то же время есть какой-то новый порядок, который будет отстраиваться, и нам придется тоже где-то изменяться. Что интересно, еще и Плутон у нас как раз перейдет окончательно в знак Водолея, и это потянет за собой как и много новых обстоятельств, так и преобразований. В этот год возможны метаморфозы. Пришло время словно снести устаревшее. Этим, наверное, будет заниматься буквально Плутон. И построить что-то новое заново. Пришло время как будто для возрождения. Это время, когда мы задаем вопросы себе, самые основные, по основным сферам жизни. Что дальше? Куда я иду дальше? Мы принимаем решения и занимаем конкретные позиции. Мы с чем-то будем определяться. Некоторые ситуации от нас потребуют силу воли, мужества. И Плутон в течение года будет навязывать нам что-то необратимое, или есть такое значение, как мы чего-то не сможем уже вернуть. Мы все, наверное, поймем, что да, жизнь меняется, и какие-то другие реалии, и нам в них придется отстроить свое, может быть, благополучие, у кого-то заново, а для кого-то, укрепив свои позиции, все равно внести какие-то коррективы и изменения. Под влиянием Плутона невозможно изменить курс. Дракон — это тот персонаж, который любит как раз перемены. И здесь эта энергетика совпадает и как будто усиливается. Поэтому что-то отжившее, то, что уже не работает, отходит на второй план. Мы сами от чего-то отказываемся. Что касается чувств в этот год, то осознанный выбор более будет предпочтителен. Мы не можем где-то поддаться эмоциям. И мы-то, наше собственное настроение, оно будет тоже направлено на какое-то благополучие в целом. Не просто прожить одним моментом, а нам как раз и захочется какой-то этой новой стабильности в уже изменившихся условиях. И в год дракона психологическая устойчивость как таковая будет невероятно положительным качеством для всех нас. Ну, давайте мы узнаем, что думают карты. И у нас сегодня 3 колоды. И первая колода золоченого таро, мы узнаем важное событие. Чем запомнится мне 2024 год? Давайте достанем такую карту. Вторая карта — новые события, или что нового войдет в мою жизнь в 2024 году. Какие неожиданности меня ожидают в 2024 году. Что мы не можем изменить, может быть так. И на колоде Таро иллюминатов продолжим. Первый вопрос и первая карта на этой колоде. Что будет радовать? Какие события для меня будут положительные? Или от чего, может быть, я буду доволен, счастлив? Что доброе, хорошее, светлое войдет в мою жизнь? Именно все то, что со знаком плюс. И в последующем окажет на вас влияние. На вашу жизнь, на качество жизни. Что мне будет помогать? Что-то ж нам должно помогать, правда? Узнаем. А что мне может помешать? Тут тоже нужно узнать. Просветить этот вопрос, факт. А на колоде 78 дверей, это метафорические карты, мы как раз достанем после. И узнаем, какие двери будут передо мной открыты. Или что я смогу осуществить. Проясним. Итак, важное событие. Ну, мои дорогие тельцы, 4 мечей — это карта отдыха. Видимо, меньше будете работать. И несмотря на то, что год сам будет способствовать вашим как успехам, продвижению, и он неизбежно принесет перемены. Но я могу сказать для вас, значит, будете больше отдыхать и меньше работать. Правда, вы очень трудолюбивые люди. Значит, поменяется ритм, график вашей работы.
Вы почувствуете себя, возможно, более ресурсным, именно потому, что вам захочется, это первое, больше уделить внимание самому себе. Может быть, и собственному здоровью вам придется уделять внимание, по этой карте тоже проходит. И это, кстати, может быть у кого-то из вас вызвано тем, что, ну, знаете, ощущением, как будто я дошел или дошла до какого-то предела. Если я буду дальше буквально во все вопросы включаться или всем помогать, или пытаться двигаться в нескольких направлениях, телец может взвалить на себя кучу дел и тащить этот воз достаточно уверенно, надежно и, главное, длительное время, потому что вы как раз это длительное напряжение, как физическое, так и эмоциональное, ваш знак может выдерживать. Но, видимо, это какая-то планка будет в 2024 году, когда вы скажете «все, хватит». И у кого-то это может сопровождаться действительно ощущением усталости. И я должна сказать, что для вас, для всех нас где-то это проиграется. Начало года 24-го сама по себе будет усталость, потому что еще первые месяцы там идет как бы год 2023, ну, значение это года кота, и это что-то будет еще завершаться, и поэтому какие-то итоги мы будем в самом начале года подводить, и может быть вот где-то отсутствием энергии или снижением энергии это время тоже может характеризоваться. Но для нас, для вас, мои дорогие тельцы, это будет как раз то, что необходимо, потому что вам нужно обратить внимание на самого себя. И у кого-то это привести мысли в порядок, с чем-то определиться, поскольку год для вас очень продуктивный, вы как раз можете в профессиональной сфере великолепно реализоваться, и одновременно сфера личных отношений здесь у вас тоже входит в полный баланс. Прекрасный год, подумайте о самом себе, мои дорогие тельцы, и это для вас даст как и новые какие-то перспективы, и может быть, ведь часто бывает, когда мы пытаемся сразу много дел делать, да, от нас неизбежно что-то ускользает. А здесь именно больше, знаете, растет наш КПД. Для кого-то из вас будет необходимо, может быть, и уделить внимание своему здоровью, как я сказала, хотя бы с целью профилактики. Нам карта ведь не говорит о том, что что-то будет происходить. Нам карта лишь говорит о том, что усталость какая-то достигла предела, или, с другой стороны, обстоятельства нас будут подталкивать не делать много чего-то, а сделать более качественно. Мы получим больший эффект, мы успеем отдохнуть, где-то перезагрузку совершить для себя самого, мы тоже успеем. И значит, более будем рационально подходить к вопросу нашей занятости. Давайте мы откроем вторую карту. Какое новое событие в вашу жизнь войдет или что, может быть, начнется в 2024 году? По карте Луна проигрываются прекрасно вопросы нашей личной жизни и того места, где мы проживаем. И может быть для вас еще по началу года, но какие-то непонятности тоже могут быть. Может быть, вы придете к выводу, что да, я чувствую кожей буквально, что сейчас как эпоха перемен. И сказать, что куда-то я тут тороплюсь в плане, опять же, потому что карта Луна не предусматривает, что мы куда-то спешим. Видимо, для вас вообще, ну, себя где-то не подгонять в течение года, это будет очень важно. С одной стороны, мы должны что-то как и увидеть, рассмотреть, мимо чего-то, словно не промчаться на полном ходу, так и прислушаться к интуиции. Так вот, карта Луна хорошо проигрывается, когда мы обустраиваем наше жилище, делаем его более комфортным, улучшаем в принципе наше качество жизни. И правда, вы на качество жизни будете обращать внимание. И это, если касается профессиональной деятельности, значит, должен опять же качество, вот, да, то, что вы делаете, вы прочувствуете свою значимость. Может быть, вы поставите перед собой те задачи, что вот за ту работу, которую выполняю, или столько времени в сутках, сколько я затрачиваю, значит, жалование как бы должно быть эквивалентно затраченному времени или усилиям. И для вас здесь будет это как задача номер один, вполне вероятно. Есть еще и такой момент, что мы не можем быть небрежными к самому себе, потому что по карте Луна иногда проходит то состояние, что если мы
действуем по шаблону, мы можем ошибиться. То есть, как прежде, так уже не пойдет. Это не есть ошибка какая-то глобальная, но именно из-за того, что мы что-то вовремя не заметили, мы можем допустить какую-то оплошность. Да, мы ее исправим, но на это потребуется время и наши усилия. Но значит, если мы этого избежим, если мы, опять же, где-то немножко будем в своих энергиях, мои дорогие тельцы, и если для вас 2023 год, для многих из вас, как раз ознаменовался тем, что было много работы, какой-то занятости, хронической усталости, то здесь мы просто поворачиваемся лицом к самому себе и задаем себе вопрос: так, я могу так долго выносить, конечно, какое-то напряжение, могу ударным трудом вкалывать, а что лично для меня? Чем это оборачивается? Какие бонусы будут вот лично для меня? Когда я буду счастлив или счастлива? Я себя оставляла, может быть, или оставлял на потом весь предыдущий год, а здесь вы можете сказать, что нет, хватит. Здесь я лучше не потороплюсь, посмотрю, как развиваются события, что-то применю к себе, где-то допускаю, что перемены какие-то происходят вокруг меня, и мне просто нужно учиться, но в каких-то новых условиях строить свою реальность. И это может для вас означать, когда вы, может быть, как отправная точка, вы вот кто-то уйдет, может быть, поменяет работу и займется своим личным бизнесом, кто-то из вас поменяет место проживания, потому что именно вы разворачиваетесь, ну, лицом к своим, может быть, мечтам или к тому, что вы бы всю жизнь хотели осуществить. Но, видимо, новое что-то будет у каждого свое, потому что у нас выпадает старший аркан, и нам говорят, на этом сюрпризы не закончатся. Видимо, 24 год это будет одна какая-то веха, а в 25 году, мои дорогие тельцы, там тоже еще будут какие-то изменения. Но раз у нас выпала на новая карта Луна, нам ведь всегда говорят, что это не конечный итог. Но если мы говорим, что же новое войдет, кто-то создаст новую семью, кто-то новые отношения, может быть, встретится с человеком, если вы один или одна, обустроит свое, знаете как, или будет обустраивать, к этому будет стремиться, чтобы мне было хорошо. От нас потребуется, знаете, адаптивность определенная. Вы люди лояльные, вы умеете правильно выстраивать отношения, вы дружелюбные, и вот это как раз качество вам поможет открыть в принципе все двери. Имейте это в виду. Тут не столько ударный труд какой-то для вас будет прогрессивен, сколько умение находить с людьми общий язык. Как будто мы не столько должны вкалывать, мои дорогие тельцы, сколько правильно общаться. И мы вот таким методом или методами заработаем больше денег, заведем больше нужных связей, больше и спокойнее где-то, ну, с теми реформами или с какой-то реструктуризацией, даже если сталкиваемся, то мы впишемся в эту какую-то новую систему. Для нас тогда в целом больше будет приятностей каких-то. Каковы неожиданности? Вы прочувствуете свою силу. Вот все то, что я сейчас говорила, и, кстати, по работе, правда, проиграется. За мою ту прежнюю работу, может быть, в 2023 году, и то или та занятость, которой я посвящал свое, может быть, и даже свободное время, но как-то должно быть другое жалование. Но я бы сказала, для многих из вас вы осознаете, что перед вами нет ничего невозможного. У вас выпадает шикарный совершенно аркан, когда нам тоже говорят, что стоит тельцу только захотеть. И от правильного взаимодействия с миром будет зависеть, получите вы желание или нет. А так невозможного нет ничего. И это ведь у нас карта, хоть она изображена достаточно огненная, но смысл-то ведь как у мага. Это великий манипулятор. Мы не должны от чего-то отказаться, мы не должны где-то настаивать на своем, потому что нам придется адаптивность какую-то включить, ну так, на полную мощность, поскольку еще что-то будет меняться, но тогда и карта силы великого манипулятора нам дает возможность, как и
для себя сделать что-то хорошо, так и обустроить какие-то новые связи, обзавестись новыми знакомыми, сформировать новый социум, реализоваться в любом практически деле. И карта лишь подтверждает, что нет ничего невозможного. Но обстановка вокруг вас, она вас будет немножко вынуждать действовать другими методами и как будто в других условиях. Давайте мы посмотрим, что же будет радовать в 2024 году. Фантастика. У вас выпадает как неожиданность. А мы ведь смотрим неожиданности, это где-то, возможно, и минус, а тут как раз у вас карта силы. Нет никаких для вас значимых минусов. Здесь может быть ситуация такая или обстановка вокруг вас, которая еще пока не ясна, и вы будете словно чувствовать это кожей, что, ну да, пока вот что-то не отстроилось, пока тут так, 50 на 50, и мне где-то придется тоже, и вашим, и нашим, где-то лавировать придется. А здесь что будет радовать? Что все в моих силах, находясь, наверное, в энергиях мага или как в энергиях манипулятора по карте силы. Это одно и то же. Для нас нет ничего невозможного. Мы учимся по-новому в новых условиях взаимодействовать с людьми, с миром, отстраивать где-то свое место под солнцем, место своего благополучия, счастья, вдохновения. И там, где мне хорошо, нет ничего невозможного. Правда? Великолепно. Что будет помогать? Смена статуса у вас будет, мои дорогие. И хоть тысячи неопределенностей, опять же, вокруг. И все равно для вас, видимо, само пространство будет настаивать, чтобы телец словно изменил как и качество жизни, так и свой статус. У кого-то это произойдет через работу, смена статуса, когда можно заработать много денег, правда? Но другим путем, в то же время больше отдыхая. Вот такая вот метаморфоза, она вам предлагается. И важно здесь не действовать как по старинке, включаться во все задачи, а немножко так охладить свой пыл. Вот помните, с этого началось или начался наш прогноз. А у кого-то это может быть связано с созданием, повторюсь, семьи. И как раз у нас вверху карта Луна, тоже старший аркан, и мы говорили об этом. А для кого-то и с рождением ребенка. Великолепные перемены к такой радости, когда вся жизнь переворачивается в какое-то другое качество. Что может быть лучше? Что нам может помешать? Но где-то, когда мы расслабимся, семерка кубков, эта карта называют иллюзорного успеха, но любая 7 это пауза. То есть мы не должны куда-то торопиться, но успокоиться словно и опустить вот руки, да, и сказать, ну все, я уже всего добился, а у вас действительно реализация идет, причем такая масштабно грандиозная. Так вот, мы все равно не можем останавливаться. В каком-то нескором темпе мы должны быть открыты миру, узнавать что-то новое, строить планы на будущее. Для нас будет важно движение, понимаете? Но это движение не должно быть какой-то синкопой. Поэтому нам, несмотря на какое-то желание, ну так вот выдохнуть как будто, да, после, может быть, предыдущего сложного периода забот, трудов, каких-то сложностей, а карта нам говорит, нет, пользуйся где-то тем временем, когда ты можешь совершить эту перезагрузку, о себе подумать нужно, но этот период не должен затягиваться надолго. И очень рационально нужно будет отслеживать, что же я хочу осуществить, какова же обстановка вокруг меня, как вообще развиваются события и что может быть наиболее осуществимо и где-то между моими желаниями и моими возможностями. Вот как минимум такие вопросы вам придется себе задавать. Но в принципе невозможного нет. Ничего. А почему? Может быть, нам выпадает семерка кубков. У нас ведь карта Луна. И еще как будто будут перемены в последующем. Еще тысячи неопределенностей. Мы не можем пока заглянуть надолго вперед. Поэтому где-то мы сохраняем то, что у нас удается осуществить в 2024 году. Но не успокаиваемся. Нет. Какое-то движение для вас предусмотрено. Давайте мы узнаем, какие же двери для вас, мои дорогие тельцы, будут открыты в 2024 году. И в этой колоде карт как раз ключевое значение имеется в виду двери, наличие их, открыты они или закрыты, и ключи. Итак, какие же двери будут открыты?
Вот она еще, семерка кубков. Вообще может показаться, и правда будет ощущение, когда, может быть, после первой какой-то своей победы вы прочувствуете, правда, я сейчас могу все. Но, тем не менее, это все нужно конкретизировать. Мы не должны где-то вот витать в облаках. Короче говоря, это все то, что я уже только что произнесла по карте семерка кубков. Нам, видимо, и карта добавляет, какие двери. Те, которые ты рационально увидишь. Не в иллюзиях, а в реальностях. А в реальностях вот эти двери мы создаем сами, мои дорогие. Мы будем или должны упрочить свое положение, создать, может быть, теплый уютный дом. Для кого-то, опять же, повторяюсь, проиграются вопросы жилища или вашего переезда, или вы улучшаете комфортность своего жилища, что-то тоже реструктурируете, делаете ремонты, или просто меняете, может быть, не так далеко вы поедете, а где-то поближе, потому что вам захочется нового качества жизни, уровня, а самое главное, вы себе это можете позволить, как будто статус ваш даже к этому будет, может быть, и не только располагать, а где-то и обязывать. Но все в наших руках, опять же. И если мы говорим двери, какие двери открыты, какие будут закрыты, двери как таковых нет. Мы их только сами поставим и будем сами решать, кто будет вхож в наш дом, кого мы в свое благополучие или в свой какой-то мир примем. И это может свидетельствовать как у кого-то изменения в личной жизни, опять же, так и изменения в вашем статусе. Вообще, девятка жезлов в герметической колоде Таро — карта великой мощи. Но вот эту силу мы должны применить очень разумно. Мы ее не должны растратить. И поэтому нет ничего невозможного. Давайте, что я могу осуществить в 2024 году. И в этой колоде карт нам придется где-то учитывать те обстоятельства, которые вокруг нас. Почему, опять же, карта Луна, может быть, и выпала. Мы не должны быть, знаете, словно в роли зависимого человека. Нам получится, видимо, осуществить практически вот это ощущение свободы, когда я сам могу влиять на свою жизнь. Я могу даже какой-то невероятный проект превратить в жизнь, в жизненную какую-то реальность. По этой карте нам еще и говорят о том, что, ну, видимо, нам захочется где-то продемонстрировать свой лоск, свой статус. За нами будут наблюдать, как будто мы будем интересны социуму, в принципе. И это может быть, с одной стороны, как рост вашей популярности, но мы не должны где-то посредством своих действий себя подвергнуть риску или поставить в какое-то зависимое положение. Видимо, ну, не все будет полезно, где-то придется нам фильтровать как информацию, какие-то предложения, очень тщательно быть к тому, на что мы соглашаемся. То есть в какой-то тупик мы себя точно не должны загнать, даже если то или иное предложение выглядит очень заманчиво. Вам придется не раз какой-то вопрос, проблему, тему вот так спокойно, как мы говорим, привести мысли в порядок. Вот эти самые мысли нам придется хладнокровно и логикой, может быть, математическим просчетом неоднократно приводить в действие. Но тут для нас самостоятельность и независимость придется сохранять, и это будет как для нас форма нового качества жизни. Мы сможем это осуществить. Давайте, что еще я могу осуществить? Шестерка кубков. Правда, в личной жизни у кого-то будет смена статуса. Это когда я доволен практически всем. У кого-то, может быть, когда вы с семьей были в 2023 году не вместе, а здесь вы съедетесь. Для кого-то из вас какие-то отношения ваши тоже получат продолжение, и окончательно вы определитесь, может быть, вместе мы
дальше или порознь, но я больше тут как вместе. Вообще, может быть, вы будете уделять много внимания своим детям или какие-то вопросы, связанные с детьми, с внуками, у кого-то тоже могут проиграться. И если это вопрос, что я могу осуществить, вы сможете каким-то образом помочь как и детям, так и внукам. Может быть, вы будете как-то организующая сила вести их за собой словно. Может быть, своим примером, может быть, где-то помогая, направляя их. Но в целом все вопросы вашей личной жизни или семейной жизни будут решаться к радости и к вашему благополучию и ваших близких. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.